ребята! Ну что ж, по вашим многочисленным просьбам я продолжаю снимать дневник правильного питания. И сегодня я вам покажу не только свое питание, но и свою тренировку. Я решила, что так будет более информативно и как-то более интересно для вас показывать еще и в одном видео свои тренировки. Как вы помните, я тренируюсь в тренажерном зале, но это чуть попозже. Дело в том, что я хочу немножко подсушиться. Дима, в принципе, в том же направлении движется. И если вы вообще следите за мной в Инстаграм, а если вы не следите, я вообще не знаю, что вы делаете, то вы, наверное, заметили, что мы приходим в довольно-таки неплохую форму, в особенности Дима. Дима похудел, ну, килограмм на 20, это точно. Поэтому сегодня я вам покажу продолжение моего питания. Если вам интересно, пойдемте готовить завтрак вместе. Эмма, иди ко мне, будем знакомиться. Пойдем. И еще я хотела вас познакомить с вот такой вот милой радостью. У меня появилась собачка. Это Эмма. И это смесь корги и шиба-ину. В общем, это такая красотка у нас, эта девочка, ей всего лишь 2 месяца, она у нас практически неделю, и мы просто в восторге. Это самая умная собака, мы вообще в шоке, как нам повезло. Так что теперь вы в моих видео, в моих влогах, в моем инстаграме, на втором канале можете наблюдать вот такую вот милоту. Да, детка? Да, детка? Детка. Я официально заявляю, что мне уже поднадоели тосты с авокадо. Ну, я сегодня уже сделаю последний так раз, и я вам покажу, как я готовлю эти тосты в гриле. И если вам интересно, я покупаю вот такой вот хлебушек. Иногда он может быть разный, но главное для меня, чтобы здесь была пометка whole grain, то есть цельное зерно. Вот такая вот буханочка хлеба. Они в основном всегда нарезные. В принципе, по-моему, они всегда нарезные. Стоит $3. Да, не так уж и дешево, но хлеб тут такой вот, как бы не дешевый, в принципе, можно сказать, но это все сравнительно, естественно. Я как-то думала покупать себе специальный тостер для тостов, но я научилась делать эти тосты в своем гриле. Я уже вам его показывала, и вечером, когда буду готовить еще обед и ужин, я вам покажу, как я делаю в нем стейки. Пока готовятся мои греночки, мы с тобой можем поиграть. Обычно гриль у меня пищит, когда там готово все, или когда он переходит в другой режим. Да, Эмма? Поэтому я могу не переживать, что мои греночки сгорят. Эмма, да? Мы с тобой ничего не пропустим. Через полчасика где-то будем уже собираться на тренировку, и я с собой обычно на тренировку беру БЦА, я сейчас их замешаю, и какой-то перекус. Обычно это у меня яблоко, банан, что-то в этом роде, или батончик. Помните, я вам показывала в первом влоге протеиновый батончик, сегодня у меня их нет, поэтому я возьму с собой БЦА, отдельно возьму с собой протеин и возьму еще яблоко, потому что, в принципе, нам ехать до тренажерного зала может быть минут 20, но мы там еще можем куда-то заехать, то есть я обязательно должна быть с каким-то перекусом после завтрака, поэтому сейчас все приготовлю. Ну что ж, я снова в тренажерочке, и угадайте, что я сегодня буду делать. Опять у меня день ног и ягодиц. Я, в принципе, да, как я вам и говорила в прошлом видео, где-то 2-й месяц, наверное, занимаюсь исключительно с акцентом на нижнюю часть тела. Меня все устраивает. Вот буквально пару дней назад я делала грудь для того, чтобы хоть и понять немножко, что у меня есть другие части тела, и крепатура была, конечно, просто ужаснейшей. Но самый прикол в том, что мне многие пишут в Инстаграме, там даже в видео: Таня, у тебя такие накачанные руки, прекращай заниматься, прекращай качать руки. Дело в том, что руки я целенаправленно не качаю уже, наверное, год, наверное, мне кажется. Поэтому я вот как раз все делаю с акцентом на низ тела. Сегодня я вам покажу, опять же, свою тренировочку, немножко другие упражнения. Естественно, если я работаю на низ тела, это не значит, что я делаю постоянно одни и те же упражнения. Сегодня что-то новенькое вам покажу.
I confess I'm so fresh and so clean. Manifest elements of jive, jazz, musician vibe. To slide talk, to ride, two eyes will guide you under guise of stunning shade survival. In the gutters, no stutters, spitting my slang to rivals. What's poppin', keep it 100, the only option I do. The numbers to discover my mind spew. Ebonical rhymes, lose self in paragraph. During dozens had to laugh when my cousin wasn't bad. He was cool, now he got the swag, got the ab on smash. They say I'm styling on them, wildin' on them. Can't make it rain, but my brain move a mountain on them. They found a fountain form of youth, that is the truth. In the booth I live, on my job handling biz, that's what it is. My word like phantoms haunting your earlobes. You heard? Ain't a fucking line in my rhymes, niggas can debate. Certain words flip them on a wall. You heard? I'm the one to get the crowd hype. Dinans cook a snare short order and serve it on every corner. Performing like Sean Corey, ignoring when y'all want me to chill. Like Eric and Parrish Smith, we both handle our biz, but that's where the comparison ends. I embarrass arrogant rappers carrying the fabulous chip on their shoulder. Slap a bitch, handle the fifth, and make them own up. He'd rather be a friend of the end than an opponent. Adversaries get buried, I ship them off like nowhere in the wintertime. Injured niggas on the scrimmage line. If I decide to flip the rhythm, kick it, movie time. Get you lifted cause I'm Jimmy Snooker Fly. Wifey turn a blind eye cause you looking like a lie when I approach. Armed with the grammar, affiliated with drama. Yes, y'all, I'm a dawn with the cannon. Leave you lost in the language. Fuck a boss in the phantom. You'll be tossed in the salad as we cross the Atlantic. Cause my word like phantoms haunting your earlobes. You heard? Ain't a fucking line in my rhymes, niggas can debate. Shit changed about it, coked up without it. Certain words flip them on a wall. You heard? Yeah. I'm the one to get the crowd hype. They say the pen is mightier than a sword when inside of you. Sticks and stones will break bones, but imagine when I'm off, when I'm mad, insane, yes, belligerent, militant, but one middle finger from ignorant, significant with the words when I'm spitting it. Competition soft, come up short, they impotent. I double dare you to come forth. If you like Rex, well this is one. Покажу вам, сколько стоит тренироваться в этом зале, да и вообще, я думаю, многим интересна информация, сколько стоят тренировки в тренажерном зале в США. Просто приходите в зал и хотите пропробовать, да, как тут тренироваться, какие тут тренажеры, вообще посмотреть на атмосферу, то в большинстве залов, и здесь в том числе, бесплатная тренировка первая. То есть первый визит, вот я с девочкой сюда приходила, было бесплатно. И потом дальше уже вы выбираете план, который вас интересует. К примеру, если вы хотите просто месяц тренироваться, то это будет $35, ну плюс таксы, естественно. Если вы уже настроены серьезно, то, к примеру, полгода стоит $180, и вы как бы сохраняете еще $90. Ну, естественно, чем больше период, тем больше вы экономите. Если вы, к примеру, хотите заниматься год, то, получается, стоит это $300, и вы еще экономите $241. Вот тут написано, что в месяц у вас входит по $25. То есть это вообще копейки, потому что я помню, что в Москве я тренировалась, было гораздо дороже. Ну и, как вы поняли, за такую стоимость получаются очень неплохие тренажеры. Атмосфера нам здесь нравится, да? Все, на сегодня тренировка окончена. Поехали домой. Помощница растет. Так, ну что, сейчас я хочу сделать стейки на гриле. Это у меня стейки из свинины, которые я замариновала в соли, чесночке и немножко паприки было. В общем, совсем как-то простенько получился на сегодня маринад. И я их буду готовить на гриле. Вы уже с ним знакомы. Тефаль. Я напишу как-то здесь или оставлю, если мне кажется, проще даже будет ссылку оставить на него, точную модель, потому что многие из вас спрашивали. Я его открываю, чтобы нагрелись все эти пластины. Тут с двух сторон пластины, наверху пластина, снизу, которые очень легко снимаются. Здесь специальная кнопочка, они отщелкиваются, очень легко их мыть. Действительно, просто нужно по этим бортикам, реечкам проходиться тряпкой. И здесь еще такая сменная есть площадка, на которую стекает жир или там лишняя водичка какая-то. Так что сейчас разогреются эти пластинки. Я возьму свой спрей, в принципе, который я частенько использую. Можно уже его добавить. Буквально пару пшиков. Это гораздо экономичнее,
чем поливать все маслом. И стейки, кстати, свиные, ну, очень вкусно получается на гриле. Они как будто с какой-то корочкой. И что касается прожарки, то есть степени прожарки, потому что многие любят, чтобы такие стейки были сочными, к примеру, или, допустим, сильно поджаренными. Очень интересная такая простая система, которая помогает показать степень прожарки. Вот сейчас начальная стадия немножко такая розовато-белая. То есть это самое начало, когда готовятся стейки. И потом этот огонек будет менять свой цвет в зависимости от степени прожарки. Вот тут даже написано, что тут здесь только начинается готовка. Потом, если он желтый или немножко оранжеватый, это медиум прожарка. И когда совсем красный, то это уже well done, то есть очень готовое мясо с такой хорошей корочкой. И кто как любит больше. Вот, кстати, здесь сейчас видно, если вам видно, капает, да, лишний жирочек с наших стейков. Посмотрим, что у нас сейчас здесь происходит. Да, в принципе, мне будет достаточно такой прожарки. Они, конечно, просто шикарные на вкус. Сколько раз мы пытались сделать на гриле подобные стейки или вообще какие-то шашлычки именно на мангале каком-то с углями, вот все как положено, с дымком. Ну, я не знаю, запах, да, ну классно, конечно. Но вот такой вот корочки хрустящие, в то же время, чтобы они были сочными, у нас не получалось. В общем, это, конечно, извините те, кто сейчас голодный все это смотрит. Я, конечно, соблазняю, капец как, но я просто хотела похвастаться действительно такой вот новиночкой у меня на кухне. Ну что ж, мой обедик готов. У меня здесь 3 стейка на гриле, которые я сделала. Салатик. В салате у меня все очень банально и просто. Огурец, помидор, немного листьев салата, сметана, естественно, и немножко соли. Здесь у меня фасоль обычная такая коричневенькая, очень мне нравится. И 2 кусочка вот такого вот сыра. Это что-то наподобие брынзы, я так понимаю. Смесь какая-то брынзы и творога. Ну, очень такой, немножко солененький. Мне очень нравится, поэтому я пойду кушать. Чуть попозже сделаю себе чаек такой. Вы, наверное, видели его у меня в Инстаграм. Наверное, не только у меня. Потому что это как такой мейнстрим Инстаграма. У каждой, наверное, инстателочки, фитоняшечки есть такой чай в Инстаграме. Это компания Flat Tummy Tea. И они мне прислали такой чаек. Хотите попробовать? В общем, я попробовала, и на самом деле ничего такого сверхъестественного, конечно, от него не худеешь, но какая-то такая легкость, в общем, нет сдутия, там, допустим, живота на утро. В общем, такой легенький чай. На самом деле здесь внутри обычный какой-то листовой чай с какими-то цветочками. Мне кажется просто, что такие чаи вообще можно собирать самостоятельно в каком-то поле, что ли. Но если, естественно, вы разбираетесь и знаете, как все это правильно сочетать. Ну, в общем, кто употреблял именно эту марку? Напишите ваши впечатления или вообще что-то подобное. Ты, моя хорошая, пока не хочешь кушать? Чихуля. Опа, будь здоров. Ой, здоров. Будь здоров. По-моему, это было неплохое такое кардио. Я сейчас не о собаке, а о себе. В общем, сейчас пойду сделаю себе небольшой перекус в виде казинового коктейля на воде. И, в принципе, на этом все. Будет мой последний перекус перед сном. Где-то через часик пойду спать. И надеюсь, вам понравился этот влог правильного питания. Он необычный, как в прошлые получилось, потому что у нас опять же новый член семьи. Я надеюсь, вам было интересно. И мы с вами встретимся в следующем видео. Всем удачи. Пока-пока.